Computex 2026 уже позади, а у нас в списке около 30 OLED-новинок. Большая часть из них, как это ни странно, информационный шум. Рефреши старых моделей, переклейка шильдиков и новинки в кавычках на давно знакомых панелях. Поэтому сегодня без воды только то, чего раньше не существовало вообще. И отдельно то, что нам так и не показали. Главный сюжет выставки — RGB Stripe теперь у двоих. В январе на Customer Electronic Show настоящий RGB Stripe без белого субпикселя был экзотикой. Единичные модели и в большинстве случаев одна диагональ. Прошло полгода, и картина противоположная. RGB Stripe появился в программе у большинства производителей мониторов, причем в самых ходовых диагоналях. Структура панели разная, но цель одна — четкий текст и минимум цветных ореолов. RGB Stripe перестал быть монополией одного производителя, и от этой конкуренции выигрывает покупатель. Разберем каждого по порядку. Samsung. Нового поколения OLED Samsung не привез. Все то же пятое поколение QD OLED с V-Stripe, что и на Customer Electronic Show. Зато показал размер, которого мы еще не видели — 32 дюйма, 4К, 360 Гц. Это рекордная панель выставки. Именно на ней построен монитор-рекордсмен MSI MPG 322 URDX36. 4К плюс 360 Гц плюс 1500 нит в одном корпусе. Подробнее в блоке MSI. Однако купить его до 2027 года пока не выйдет. В размере 34 дюйма без значимых изменений. Партнеры за это время выжили из пятого поколения в этом размере все, что было можно. Первый плоский 34-дюймовый ультраширокий QD OLED. Модель MSI Pro Max. Ориентировочная цена $850. Первое настоящее матовое анти-глэр покрытие на новой Samsung панели. Тот же Pro Max. Меньше серых засветов в светлой комнате. Встроенный AI-агент прямо в мониторе. MSI Mag X. Ориентировочная цена $1600. Насмешка или будущее — решайте сами. Если вы заметили закономерность, все три пункта MSI. Подробности в его блоке. Итог по Samsung. Долгожданный новый размер 32 дюйма и дальнейшие эволюционные улучшения в размере 34 дюйма. LG. LG Display ответила семейством Tandem W OLED. 4 излучающих слоя, белый субпиксель убран, RGB Stripe. Сразу в трех размерах — 27, 32 и 39 дюймов. 27-я диагональ уже в серийном производстве с мая 2026 года. 32 и 39 дюймов на подходе. Заодно компания намекнула на следующее поколение True Black 1000. До 2000 нит максимальная яркость, вставка черного кадра BFI на уровне самой панели, режим DFR 2.0. Но это горизонт 2027 года и дальше. И сразу важный нюанс для сравнения двух лагерей. По яркости LG пока формально отстает. Мониторы на ее RGB Stripe сертифицируются на уровне True Black 400, тогда как Samsung V-Stripe держит планку 500-600 нит. Все помнят зияющий пробел январской линейки — отсутствие RGB Stripe в размере 32 дюйма и больше. Так вот, это недоразумение закрыто, причем дважды. Во-первых, 32-дюймовый 4К RGB Stripe на панели LG теперь существует. Правда, первым его привез не сам LG, а Asus. Монитор называется PG32UCWM, и подробно мы разберем его в блоке Asus. Во-вторых, на Customer Electronic Show компания анонсировала модель 39GX9 без RGB Stripe. И мы тогда сразу сказали, непонятно зачем брать заведомо устаревшую модель. LG услышала, ну или просто доделала вовремя, и предложила через партнеров первый в мире 39-дюймовый 5К 2К с RGB Stripe. О нем далее. И заключительный штрих — 27-дюймовая модель, анонсированная в январе, дозрела до финальных характеристик. Подтверждены дисплей HDR True Black 400 и старт продаж в третьем квартале 2026 года. Итог по LG. Пробелы закрыты в самых важных диагоналях, и сделано это было быстро, как мы и предсказывали. Партнеры. Полный модельный ряд интересных OLED-новинок. Asus. Список всех важных новинок вы видите на экране.
ROG Swift PG27UCWM 27 дюймов RGB Stripe на панели LG W OLED. Тот самый монитор, который на Customer Electronic Show существовал лишь как прототип, а на Computex обзавелся финальными характеристиками. Дисплей HDR True Black 400, старт продаж в третьем квартале 2026 года. Вместе с PG32 закрывает для Asus сразу два размера на LG панелях с RGB Stripe. Планы. Asus обещает больше глянцевых W OLED, включая 540 герцовую модель еще в этом году. Итог по Asus. Они сыграли сразу на нескольких фронтах. Asus первым принес LG W OLED RGB Stripe 27-дюймовый 4К размер и тут же закрыл для этой платформы и размер 32 дюйма. И при этом остался в топе на Samsung панели. Очень удобная позиция. Что бы ни выстрелило, Asus уже там. MSI. Самый агрессивный по числу моделей и по необычности. Больше всего новинок и больше всего экспериментов от рекордсмена по характеристикам до бюджетной Edge панели и AI-агента. И если считать строго, 5 заявленных первых в мире сразу больше, чем у любого другого бренда на этой выставке. Причем это не просто счет. Модели 322 URDX36, Pro Max и Mac X — это три разных типа новизны. Инженерный рекорд, новый форм-фактор и новая товарная категория. MSI Pro Max 341 QPXW14G. Первый плоский 34-дюймовый ультраширокий QD OLED. И первый с настоящим матовым покрытием на новой Samsung панели VZ Clarity. Также есть пленка Dark Armor. Предназначен для светлых офисов. Убирает серые засветы, 144 Гц, формат 21:9, дисплей HDR True Black 500, КВМ на 3 устройства. Ориентировочное появление октябрь 2026 года. Примерно $850. Заточен под работу и монтаж. MPG OLED 322 URDX36. Это изюминка выставки. 32 дюйма, 4К, 360 Гц. Тройной режим по частотам. 360, 520 и 680 Гц в зависимости от разрешения. Пятое поколение Samsung Penta Tandem QD OLED. RGB Stripe, пленка Dark Armor, дисплей HDR True Black 600. Это один из первых мониторов с этим уровнем. Пиковая яркость 1500 нит. Подключение DisplayPort 2.1, сертификация UHBR20. Релиз ожидается не раньше первого квартала 2027 года. Цена еще не обозначена. Это абсолютный рекорд выставки по характеристикам. Вывод. MSI закрывает весь спектр. От рекордного гейминга до плоского рабочего ультраширокого и бюджетного Edge. Минус. Флагман 322 URDX36 снова откладывается на 2027 год. Gigabyte. Новая серия Aorus Elite. Главный запуск — премиум-линейка Aorus Elite. Новый дизайн, теплотрубки для равномерного отвода тепла, набор AI OLED Care Pro, датчики присутствия и освещенности. У двух моделей расширенная гарантия на 4 года с покрытием от выгорания. Анонсированные модели вы видите на экране. Итог по Gigabyte. Стратегия прежняя. Берут чужой формат и делают дешевле. Еще добавили 4 года гарантии и глянцевую матрицу на 540 Гц. Новых направлений они не открывают, просто заполняют пробелы в своей линейке. Кстати, ни одна панель Gigabyte не вышла с заявкой первой в мире. И это сам по себе говорящий факт о выбранной стратегии. Dell Alienware. Первая новинка получила пятое поколение со стеком Penta Tandem, сбалансированный 280 Гц, улучшенную пленку Quantum Black, а также режим eSports, эмуляция размера диагонали 24,5, а также трехлетнюю гарантию от выгорания. Покрытие экрана тут полуглянцевое, а не матовое, и сама пленка не эксклюзив, она уже была на январских моделях MSI и Asus. Там это называется Dark Armor. Тем не менее, это солидное улучшение, и этот монитор — достойный преемник модели 2022 года. Вторая новинка — единственный пока в своем роде 39 дюймов 5К 2К на LG панели RGB Stripe. Модель AW3926QW. Характеристики следующие. Размер 39 дюймов и формат 21:9 для удобной работы в видеоредакторах. Полное 5К 2К разрешение. Никакого компромисса по разрешению экрана.
Структура пикселей RGB Stripe. Лучшая из возможных для работы с текстом. Глянцевое покрытие. Чистейшее изображение без зернистости и кристаллического эффекта. Сертификация True Black 500. Для идеального черного цвета даже в светлом помещении. Поддержка Dolby Vision и HDR10, что встретишь не в каждом мониторе. Блок питания встроен в корпус монитора. Нет валяющихся кирпичей с проводами под ногами. Полноценное 90 Вт питание по USB-C для подключенного ноутбука. Привет моему текущему монитору с издевательскими 15 Вт Power Delivery. Также упоминалась функция eARC для HDMI. Правда, не совсем понятна ее полезность именно в ПК-мониторе. Заводская калибровка цвета с ошибкой Delta E меньше 2. Ну и, наконец, роскошная трехлетняя гарантия, покрывающая в том числе и выгорание пикселей. Из недостатков можно отметить буквально несколько пунктов, да и то это скорее придирки. Частота обновления всего 165 Гц и невысокая по современным меркам SDR и пиковая яркость. Но, как мы понимаем, это все вылечится к следующим поколениям этого монитора. И тем не менее, по нашему мнению, это лучший анонс выставки. А теперь денежный вопрос. Dell обещает цену примерно $1100. И это не ошибка. Несколько профильных обозревателей переспросили цену у представителя Dell прямо на выставке. И он всем сказал одно и то же. Подведем итоги. Позитивные тренды. RGB Stripe перестал быть недоступной экзотикой. LG закрыла досадные пробелы с технологией RGB Stripe в размерах 27 и 32 дюйма и неожиданно блеснула эксклюзивом на размере 39 дюймов с великолепным 5К 2К. Samsung улучшает антиблик и уровень черного. Матовый вариант в модели MSI Pro Max, если не устраняет, то заметно уменьшает серые засветы QD OLED. Появились форматы, которых не было вообще. Первый плоский 34-дюймовый ультраширокий OLED. Частота перестает быть гонкой по прямой линии. Индустрия массово переходит на переключаемые режимы. Triple Mode у MSI 360, 520, 680 Гц и Dual Mode на LG панелях 240, 480 или 165, 330 Гц. OLED пошел туда, куда раньше не мог дотянуться. Киберспортивная ниша 24,5 дюйма 540 Гц в модели Asus Ace и первая по-настоящему бюджетная QD OLED панель в модели MSI Edge. Среди досадных новостей топовые рекорды в модели MSI 322 URDX36 1500 нит 360 Гц и 4К придется подождать до 2027 года. Не было анонсов 18-дюймовых OLED-панелей для ноутбуков. Мы по-прежнему ограничены 16-дюймовым хламом, который в большинстве случаев даже не 4К. Топ-8 самых ярких новинок выставки. MSI MPG OLED 322 URDX36 4К 360 Гц на QD OLED 1500 нит, первый трехрежимный монитор. Непростой инженерный рубеж преодолен. Еще год назад такие параметры казались почти недостижимыми. Dell Alienware AW3926QW. Первый в мире 39-дюймовый 5К 2К RGB Stripe W OLED. Добавить больше нечего. На сегодня это идеал. Asus ROG Swift PG32UCWM. Первый 4К LG W OLED на технологии RGB Stripe в размере 32 дюйма. Это то, чего так не хватало на январской выставке. MSI Pro Max 341 QPXW14G. Первый в мире плоский 34-дюймовый ультраширокий QD OLED. Остается надеяться, что когда-то плоская мода доберется и до других размеров. Asus ROG Strix XG259 QWPG Ace. Первый OLED размером 24,5 дюйма и первый киберспортивный OLED. Открывает путь туда, где десятилетиями царили быстрые LCD. MSI Mag X. Первый монитор со встроенным агентным AI. Польза заочно не очевидна, надо пробовать. MSI Mag OLED 321 UPX18. Первый 32-дюймовый 4К на бюджетной панели QD OLED Edge. Первый доступный монитор на этой технологии. MSI Mag OLED 271 QPX32.
Первый 27 дюймов с панелью Penta Tandem четвертого поколения. Самая скромная из вышеперечисленных, но заметный шаг внутри своей категории. Если вы заметили, половина мониторов из списка — модели MSI, и их за это можно только похвалить. Итого, что же выбрать? Если нужен игровой OLED, выбор богатый и закрывает практически все запросы. От бюджетных 360 Гц на Samsung панели до экспериментов вроде AI-агента. Если же нужен удобный монитор для работы, появилось целых 3 варианта и один лучше другого. LG 32 дюйма 4K RGB Stripe, плоский, глянец. Samsung 32 дюйма 4К RGB Stripe, плоский, глянец. И, наконец, Dell 39 дюймов 5К 2К RGB Stripe. Максимум рабочего пространства при бескомпромиссном качестве картинки. И все три именно те диагонали, которых не хватало по итогам предыдущей выставки. Полный список анонсов можете найти по ссылке в описании к видео. Мы следим за новинками. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем ролике.